Без труда выполнять такие работы, как заготовка дров, удаление каких-то деревьев и кустарников на участке и даже при строительстве, при распиловке бревен и каких-то больших крупных досок. Ну, для того, чтобы познакомиться с ней поближе, конечно, надо ее, как всегда, распаковать и посмотреть, что же внутри вот этой вот коробки. Вот, собственно, сама пила, шина, чехол на шину, на цепь, инструкция на русском языке и напильник для заточки цепи. Еще вот такой вот универсальный ключ с отверткой. Ну, давайте начнем, конечно, сначала с самой пилы. Ну, во-первых, вес 6,6 килограмма. В принципе, довольно легкая пила. При этом очень удобная прорезиненная ручка передняя. Держать ее в руках будет удобно и в вертикальном положении, и в горизонтальном положении. Бензиновый двухтактный двигатель объемом 50,1 кубических сантиметра. Вот этот двигатель способен развивать мощность 3 лошадиных силы. Максимальное количество оборотов 13 500 оборотов в минуту. Достаточно мощный и при этом легкий инструмент, который позволит вам без труда выполнять самую разнообразную работу и пилить даже твердые сорта дерева, такие как дуб, такие как бук, и другие, естественно. Эта модель оснащена системой легкого старта. Что это значит? Половину работы делает за вас встроенная внутри пружина. Вам остается запустить легким таким энергичным движением, то есть особых усилий на это не потребуется. Далее, есть, конечно, вот этот традиционный уже для цепных пил элемент, который полностью блокирует работу цепи, движение цепи в случае какой-то опасности. Если пилу откидывает наверх в сторону работника или вы теряете равновесие, рукой вы этот тормоз, так сказать, включаете. И она за 0,12 секунды полностью останавливается, и возможность получить травму минимальная фактически. Точно так же на задней части расположены основные элементы управления. Вот клавиша включения, но видите, она не включается до тех пор, пока вы рукой не зажмете вот эту верхнюю клавишу блокировки. Тоже своеобразная система защиты. Пока вы не схватите рукой надежно вашу пилу, вы ее не включите. Никаким случайным нажатием, не зацепившись за что-то, только полностью обхватив рукой. Вот здесь на задней части двигателя расположены важные элементы управления. Дроссельная заслонка и тумблер включения. Вот сверху расположен винт, который, если мы открутим, позволяет попасть к таким важным элементам, как свеча зажигания и фильтр. Вот фильтр, он легко снимается, не нужно никаких дополнительных инструментов. Ну а вот, собственно говоря, свеча зажигания, защищенная таким пластиковым прорезиненным колпачком. В нижней части нашей пилы расположен бачок для топливной смеси. Его объем 550 мл. Этого хватит приблизительно на 1,5-2 часа интенсивной работы. Какая смесь используется? Бензин марки не менее 92 и специальное масло для двухтактных двигателей. Соотношение на 1 литр бензина вы добавляете 40 мл вот этого масла. Ну, наверное, всем известно, что для нормальной работы цепной пилы масло постоянно должно попадать на цепь. Она должна быть все время в смазанном состоянии. Для этого есть второй бачок. Вот сюда, в этот бачок, вы заливаете специальное масло для смазки цепи. Ни в коем случае не используйте пилу без этого масла, иначе она будет очень быстро изнашиваться. Ну, естественно, долговечность ее будет гораздо меньше. Масло используйте лучше на растительной основе, так как оно меньше вреда наносит окружающей среде. Кстати сказать, вот эта модель оснащена умным масляным насосом, который автоматически подает это масло на цепь в зависимости от нагрузки. Вот за счет этого достигается экономия до 50% вот этого масла для смазки цепи. Примерно его хватает на то же время, что и топливной смеси. Поэтому, заливая топливную смесь, всегда смотрите за тем, сколько у вас осталось масла, и подливайте в случае необходимости. Что еще в комплекте? В комплекте, конечно, идет шина 18 дюймов или 45 сантиметров длиной. Шина, видите, родная, фирмы Садко. Вот 45 сантиметров длина шины, как я сказал, позволяет вам пилить достаточно толстые деревья, ну, грубо говоря, диаметром до 85 сантиметров. Цепь в комплекте идет стандартная.
Вот ее толщина 1,3 мм. То есть именно такой паз при распиле у вас будет получаться. Цепь очень острая, поэтому при распаковке будьте внимательны, не порежьтесь, не пораньтесь. Желательно вообще это делать в перчатках, когда нет опыта особенно. Давайте соберем нашу пилу. Для этого нам нужно снять вот эту боковую крышку. В комплекте у вас идет универсальный ключ, как я уже сказал. Вот с помощью универсального ключа откручиваем вот эти две гайки. Вот эту желтую прокладку транспортировочную мы удаляем, она нам не нужна для работы дальнейшей. Берем цепь, одеваем ее на звездочку, берем шину, вот эту прорезь одеваем на два вот этих шплинта. И теперь эту цепь вставляем в пазы нашей шины. Обратите внимание, вставлять ее нужно правильно, режущим зубом вперед. Как это сделать? Вот здесь нарисовано. Вот у вас режущий зуб, вот рисуночек. Только режущим зубом вперед. Что у нас происходит? Звездочка, вращаясь, движет цепь, и которая с огромной скоростью вот здесь у нас движется. Но имейте в виду, что если, не дай бог, происходит разрыв цепи при такой скорости, то это может нанести травмы оператору. Вот чтобы этого не происходило, есть вот этот выступ специальный, так называемый цепеулавливатель. Цепь рвется, ударяется об него и просто падает вниз под ноги. Ну, видите, цепь у нас одета, но не натянута. Для того, чтобы окончательно натянуть цепь, вот здесь на этой крышке есть специальный механизм. Вот вы вставляете в шлиц отвертку универсальную вашу, вращаете его, у вас движется вот этот рычажок, который, соответственно, движет шину туда-сюда, и таким образом регулируется натяжение. Вот при одевании крышки как раз есть небольшая сложность. Надо вот этим выступом попасть вот в эти отверстия. Но, в принципе, все видно, это все регулируется, поэтому все это несложно. Ну вот, села наша крышка на место. Теперь надо зафиксировать гайками вот этими. Но имейте в виду, сильно не зажимайте пока, потому что нам надо отрегулировать цепь. Она у нас совершенно не натянута. Поэтому только наживите немножко. Видите, зазор достаточно большой. Если мы оттягиваем цепь, значит, надо еще подтянуть. Вот этот зазор должен быть не более 1 миллиметра. Ну вот, цепь сейчас нормально натянута. Ну а теперь, когда цепь полностью натянута, как положено, вот эти болты дотягиваем до конца. Вот, собственно говоря, наша пила собрана, готова к работе практически. Осталось только залить топливную смесь и залить масло для смазки цепи. Кстати сказать, вот здесь есть регулировочный винт внизу, который позволяет дозировать подачу этого масла. Делать больше ее или меньше в зависимости от той древесины, от тех работ, которые вы выполняете. Отверточкой можно туда-сюда его крутить. Ну и отправляемся на участок, попробуем в деле. Но прежде чем запускать нашу пилу, естественно, нужно заправить. Итак, в бачок для топливной смеси заливаем уже готовую нашу смесь бензина 92 с маслом для двухтактных двигателей. Ну, а для смазки цепи специальное масло на растительной основе. Обратите внимание, заливное горлышко для топливной смеси достаточно широкое. Можно даже воронкой и не пользоваться. Аккуратненько заливайте, чтобы не разливалось. А сюда заливаем масло. Главное не перепутайте бачки, но здесь рисуночки есть. Куда наливается масло, а куда заливается топливная смесь. Ну что, можно запускать. Снимаем чехол, естественно, предварительно. Заслонку воздушную оттягиваем полностью, чтобы она была закрыта. Фиксированное положение. После этого энергично 2 раза тянем ручку стартера. За это время топливная смесь наполняет нашу систему. Переводим заслонку в открытое состояние, включаем зажигание. И теперь резким движением попытаемся нашу пилу запустить. Для того, чтобы полностью остановить пилу, выключите вот этот тумблер зажигания, переводим в нижнее положение. Пила останавливается и выключается.
Очень важным достоинством этой пилы является, конечно, амортизационная прокладка. Здесь пружины в прорезиненных таких оболочках стоят. Действительно существенно снижается вибрация. На руки нагрузка, вы можете достаточно долго не работать. Напоминаю, что пилим мы вот этой частью шины, начинается, которая от упоров, и кончая вот где начинается закруглением. Самим закруглением пилить производитель не рекомендует. Далее, конечно, после работы необходимо снять крышку, почистить щеточкой, тряпочкой, протереть от смеси вот этой вот пыли, от смеси опилок с маслом, чтобы оно не забивалось, никуда не уходило дальше. Чем лучше будете ухаживать за пилой, тем дольше она вам, соответственно, прослужит. Шум. Ну, достаточно шумная модель, хотя понятие шумности 114 дБ, как указывает производитель, это понятие относительное, смотря что вы пилите и смотря где вы пилите. В помещении, естественно, все это будет гораздо громче звучать. Но, тем не менее, одевайте защитные очки, защитную маску и, конечно, старайтесь использовать наушники или хотя бы шапку, чтобы вот этот шум все-таки каким-то образом сгладить. Итак, сегодня я вам рассказал про бензопилу от славянского бренда Sadco, модель JCS 510i. Весь этот инструмент есть в нашем интернет-магазине Садовой. Заходите, выбирайте, покупайте. У нас всегда для вас есть интересные предложения. Характеристики на этот аппарат. Ну, в этом видео попросту хочу подсказать, рассказать вам о том, какие впечатления после двухмесячного использования вот этого аппарата. Ну что, аппарат понравился очень. Тяговитый, пиляет бревна. Фотографии сейчас повставляю, какие вот деревья можно перепилить. 45 сантиметров довольно-таки хорошие стволы берет, мощная. Ну и сейчас заведем, попробуем поработать ее, покажу, как она пилит и как она заводится на холодную, и как она потом заводится на горячую уже после того, как поработала. Ну, в общем-то, смотрите это видео. Вот такой вот аппарат. Довольны на 100%. Сэкономила она дюже большие деньги, потому что дрова на этот момент у нас сильно дорогие. Вот эта вот гора, и то причем она не полная, была напилена, ну, часа за 2,5, наверное. Дольше носили, чем пиляли. Ну что ж, завожу. Так, держи. Надо убрать, да. Так, итак, аппарат холодный, я ее не заводил, только заправил. Как она заводится на холодную? Подсос вытянул, включил. Возьмем бревнышко, потому что просто так не заведешь. Убираем подсос, она начала работать. Ну и теперь вот пила, которая проработала 2 месяца. Довольно-таки мощная, хорошо.
так вот работает аппарат, причем пилу вот это вот мы, вот эту гору перепиляли, я не точил. Так что, смотрите, техника Садко, Китай совместно с Украиной, ну, довольно-таки мощная. Довольно-таки мощная. Пилит, работает. Фотографии вы увидите. Я сейчас наснимаю, какие бревна диаметром были перепилены вот этой пилой. Ну что, смотрите мой канал. На горячую. Подписывайтесь на мое видео. А, да. Братик подсказывает, как на горячую завести ее. Включаем, подсос втянутый. Как в техасской резне бензопилой. Во. Спокойно, без никаких напрягов. Работает пила очень прекрасно. Итак, подписывайтесь на мой канал, смотрите видео, мои дальнейшие распаковки и все остальное. На канале будет много видео. Впереди весна, как видите, солнышко. Сегодня 15 февраля. Сейчас заготовим дров на недельку, распилим их. Ну что, всем удачи и всем пока.